Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда на Керима и Экрина совершают набег, Бесте кричит на Керима, что ты привел эту девушку не для того, чтобы ее пытать, а чтобы сделать ее любовницей. Я все узнал. Керим злится, потому что он думает то, что ты говоришь. Когда Азге, который в это время находился в задней комнате, зовет мать, Керим говорит: «Я пришел сюда, чтобы забрать Азге, что, по-твоему, ты делаешь?» Они просят Бесте забрать Азге и уйти, и когда Керим поворачивается к Экрину и говорит, что ты больше не встретишься с Азге без моего ведома, Экрин извиняется: «Я снова буду осторожен». Затем они все вместе выходят. Керим следует за мыслями Беста и злится на свою мать и Текина, говоря: «Как вы можете так думать обо мне?» Когда Текин говорит Бесте, что нехорошо каждый день сталкиваться с наградой, отошли его отсюда, Керим говорит: «Нет, его дочь будут пытать здесь, ее отца там, прежде чем он узнает, почему дядя Вейзи любил моего отца». Каан опустошен, когда узнает от своей матери, что Вейселбей попал в тюрьму за убийство Зекибея. Экрин немного беседует с Нихалом на кухне, пока она готовит завтрак, и когда Нихал говорит ей, что мистер Вейсел очень хорош и что она не верит в происходящее, Экрин благодарит его, говоря, что было приятно слышать эти слова. Слова кого-то из особняка. Затем, когда он сидит на кухне и ест тарелку с завтраком, которую приготовил для себя, приходит Бесте, берет тарелку, приготовленную Экрин, и выбрасывает ее в мусор, затем дает ей несколько ломтиков хлеба и говорит: «Это слишком для меня. Ты точка». Приходит Керим и его мать, и Керим снова говорит, что здесь происходит, и его мать говорит: «Лучшая девочка, не делай этих движений, они тебе не подходят». Когда Бесте дает Экрину задание и говорит, что сегодня бассейн будет чистым и зеркальным, Керим возражает, что Экрин сегодня будет делать только то, что я говорю. Госпожа Мехпари не знает, где найти деньги. Она думает о Сехере для актерской работы, которую прочитала в рекламе, целует ее и говорит, что хочет, чтобы она выполнила эту работу. Выходя из дома, Есемин спрашивает, где ее мать. Когда Керим говорит, что привел в особняк дочь убийцы ее отца, ее мать удивляется и спрашивает, почему Есемин говорит: «Я не знаю, почему Керим сделал это. Вещь, но я пойду и узнаю, не волнуйся, я узнаю, не скучая и не подавляя». Когда госпожа Мехпари говорит, что нам нужно зарегистрироваться в агентстве, чтобы сделать Сехер актрисой, Сехер говорит, что для этого нужно 50 тысяч лир. «Ты в порядке, мама, у нас нет даже 50 лир». Госпожа Мехпари говорит: «Не волнуйтесь, ваша мать обо всем позаботится». Поскольку Керим не может ненавидеть Экрин, он готовит для нее завтрак в хижине, где живет. Он говорит, что мне не нужна твоя награда, мне достаточно сухого хлеба, не надо меня жалеть. Керим говорит, что если ты думаешь, что мне тебя жаль, то ты ошибаешься. Хотя ты приносишь такие большие жертвы ради своего отца, ты неправильно думаешь, что я приготовил завтрак из жалости к тебе. Экрин благодарит его за похвалу, и они задают несколько вопросов, чтобы узнать друг друга, приятно пообщаться и позавтракать. Каан не может заставить свою мать съесть даже кусочек из-за печали. На вопрос, что говорит его мать, дочь Вейселя, Каан отвечает ей, что ей очень грустно, что она может сделать, но когда смотришь на ее лицо, понимаешь, насколько она хороша. Человек она. Его мать говорит: «А Вейсел, кто знает, кто ты такой, ты бы такого не сделал». Приходит Есемин, и пока они с Бесте пьют кофе, Есемин спрашивает о Кериме, Бесте говорит: «Я не знаю, не ясно, где он сейчас». Затем, когда он сообщает Есемин, что убийца отца Керима привел его дочь в особняк ради мести, Есемин делает вид, что очень удивлена. Пока Экрин и Керим приятно беседуют, Экрин говорит: «С этого момента я буду делать ту работу, которую ты мне поручишь». Керим говорит, что ты прав, начинает бормотать Бесте, когда не видит тебя рядом. В этот момент звонит телефон Керима, и он сообщает ему, что узнал домашний адрес одного из похитителей Экрина. Когда Экрин говорит: «Давайте немедленно обратимся в полицию», Керим не соглашается и говорит, что если мы немедленно пойдем за ними, они примут меры предосторожности, я сначала пойду и проверю. Когда Экрин спрашивает, что если с тобой что-нибудь случится, Керим достает из-за пояса пистолет и показывает его.
Текин же пытается спланировать, как увести Керима от этого инцидента, и звонит кому-то по имени Мустафа. Пока Бесте и Ясемин разговаривают, выходит Азге. Хотя Ясемин зовет ее, она не отвечает, не берет подарок, который он ей подарил, она просто стоит рядом с ними, потому что ее позвала мать. Когда Экрин спрашивает, вы собираетесь встретиться с этими людьми в одиночку, Керим отвечает, да, чтобы они поняли, насколько я храбрый. Во время разговора с Сехером Егитом он говорит о деньгах в банке, и когда госпожа Мехпари слышит это, она радуется, говоря, как мне повезло, что я нашла деньги агентства Сехера. Пока я разговаривал с Ясемин Бесте, когда к ним подошел Керим, он сразу сказал, давайте сделаем тот план, который мы сказали, я могу сразу сделать оговорку. Керим говорит, что у меня много работы, давай сделаем это в другой раз. Уходя, Ясемин увидела, как Экрин щипает траву, и спросила, это ты, дочь Вейселя, что ты делала на даче? Экрин говорит, я пошла туда за Азге. Когда Ясемин говорит, что не знала, что она дочь убийцы, Экрин говорит, что мой отец не убийца. Бесте спрашивает, что происходит, не сказала ли Ясемин тебе что-то неуместное, и они вместе оскорбляют Экрина. Бесте просит его снять перчатки и пощипать траву голыми руками. Экрин продолжает свою работу, и у нее очень сильно болят руки. Тем временем она вспоминает, как Керим спас ее от похитителей, и она встала одна и ушла, молясь Богу, чтобы не случилось ничего плохого. Пока он держал телефон и звонил, Бесте подошел к нему и отругал его, спрашивая, что ты делаешь, бродишь без дела с телефоном в руке. Он отдает новые приказы и просит Экрина помочь Нихалу на кухне. Затем он входит в хижину Экрина и устраивает беспорядок. Дочь убийцы пишет на своей стене помадой Экрина. Он хватает свою одежду из шкафа и разбрасывает ее. Затем он находит пистолет, который дал ему Керим, берет пистолет и выходит из хижины, думая, что его отец убил моего отца, а его дочь убьет нас. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.